Всем привет с подводного пространства Сан-Андреаса, где теперь мы умеем плавать на воздушной подушке, словно на субмарине, которая может как погружаться на глубину, так и всплывать на поверхность. И это все можно контролировать, учитывая то, что независимо от нашего объема легких, задержка дыхания не происходит вовсе. И на таких условиях можно плавать где угодно, включая области за пределами карты и слишком глубокие впадины. Что нам для этого потребуется? Первое, что нужно, это транспортное средство Vortex Hourcraft, которое можно получить в одном из этих мест. Но не на любом этапе игры, а только после выполнения миссии Cutthroat Business. Или же можно использовать чит-код на вызов такого транспортного средства. Как правило, к этой миссии, после которой появляются эти судна, уже открыты все города, но если все же вызвать судно читом или трейнером, желателен доступ ко всем городам во избежании конфликтов с полицией. Этим можно пренебречь, но тогда, даже если нам удастся совершить погружение, подводная экспедиция будет в более рискованной обстановке. Эта проблема аналогично решается использованием чит-кода на постоянно чистый уровень розыска. На ваше усмотрение можно взять прибор ночного видения или инфракрасные очки, дабы немного упростить разбор происходящего, но спешу предупредить, что во время глубоких погружений это нам не поможет. И последнее, что будет нужно, это разобраться в управлении и запомнить, какая из стрелок у вас отвечает за подъем носа летательного аппарата, а какая опускает его вниз. И да, обязательно держите радар включенным. В процессе первого погружения он — это единственный наш ориентир в этом деле. Скоро узнаете почему. Добыв исправное судно на воздушной подушке, двигаемся на край острова Ред Каунти, в район Паноптикон, и ищем дерево, которое выглядит так. Наша задача, разогнавшись и проехав на высокой скорости справа от этого дерева, спровоцировать регистрацию попытки выполнения уникального трюка. Мы это заметим, когда обыкновенный вид на персонажа сменится на специальную камеру во время полета с этого бугра. Но в полете нужно повернуть направо и поднять нос Вортекса максимально близко к стандартному градусу. Выше, чем горизонтальное положение, мы его не поднимем, потому можно просто зажать кнопку подъема переда и держать ее зажатой аж до самой посадки на воду. Если этого не сделать, то есть риск утопить свое транспортное средство, после чего мы утеряем управление над ним, что обычно происходит, если утопить автомобиль. Убедившись, что мы не тонем, следует продолжать движение вбок, в сторону промежутка между взлетной полосой аэропорта Сан-Фьерро и началом острова Тьерра-Рабада. Или же потом можно свернуть направо и плыть по водоему между Лос-Сантосом и Лас-Вентурасом. Главная задача – это в таком заплыве не прикоснуться к любому препятствию, будь то чей-то катер, обочина, поверхность или любой другой предмет с коллизией, за исключением воды. После столкновения все наши планы обрушатся, а камера нормализуется. С такой специальной камерой нужно проплыть довольно далеко, и это расстояние варьируется в зависимости от того, насколько большая у вас дальность рендеринга, или как там это правильно называется. В общем, если играть на стандартной GTA San Andreas, то плыть нужно не слишком долго, но в современных сборках это расстояние увеличивается почти вдвое. Наблюдая за движением воздушной подушки, можно заметить, как закономерные водяные всплески позади нас сменятся на всплески меньшего размера со всех сторон Вортекса. После чего нужно начать жать кнопку, которая отвечает за наклон переда транспорта вниз. Зажав кнопку движения вперед и одновременно с этим опуская нос, через небольшое количество времени мы коснемся поверхности дна водоема, и камера сначала немного колыхнется, а затем сменится на стандартную, что будет означать успешное погружение, после которого можно плавать в воде, не теряя воздух. Теперь касательно управления. С поворотами все в порядке, но разгон скорости провоцирует снижение носа транспорта, из-за чего мы начинаем опускаться на глубину. Это можно частично подавить, если поднимать нос после каждого кратковременного разгона. Но чтобы полноценно начать всплывать без движения куда-либо, нужно просто ничего не нажимать, и судно само начнет медленно подниматься вверх.
Всплывать на водную поверхность не имеет смысла, так как, достигая ее, наш транспорт быстро опрокинется на 180 градусов дном кверху и начнет тонуть, а воздух начнет расходоваться. Подобная ситуация нас ждет, если попытаться плавно выехать из воды на пляже или на любом мелководье. Под водой также нужно немного следить за безопасностью. Сильное столкновение может повернуть транспорт более чем на 90 градусов вверх или вниз, после чего мы полностью потеряем управление над ним и он утонет. А еще есть узкие места, где мы имеем высокие риски утопить судно, если повернуть его на 90 градусов в любой бок. В темных местах нам может помочь прибор ночного видения, но надевать его нужно только перед погружением, так как, находясь за рулем, использовать его нельзя, а покидать транспорт во время такого плавания не рекомендуется, так как с этого момента обратно в него мы вернуться не сможем. Воздух начнет расходоваться и нужно будет решать, как выбраться наружу. Посетив одну из подводных дыр, находясь в режиме субмарины, мы перейдем в наземное управление обычным вортексом, находясь под водой. Набирать высоту уже не удастся, но теперь можно покидать транспорт и переключать оружие, находясь на дне. Если попробовать вылететь за пределы карты или в щель между моделями, мы падаем под землю до высоты в минус 100 единиц и затем телепортируемся на ближайшее осязаемое пешеходами место. Останется ли транспорт с нами? В большей вероятности да, но иногда CJ восстанавливается без него. Чтобы иметь большие шансы телепортации вместе с судном, старайтесь во время падения в бездну не переворачивать транспорт, регулируя высоту его носа вручную. Да, и летать он хоть условно и умеет, но не может набрать высоту так же, как и удержать текущую. Поэтому максимум, что можно сделать на нем, это удерживать высоту с минимальными ее потерями, насколько это возможно, дабы пролететь большее расстояние после съезда с высоты или прыжка на трамплине. Эта возможность работает абсолютно так же, как и при использовании такого судна на суше. Есть еще одно место, где можно исполнить такое погружение. Это любой из двух трамплинов на территории аэропорта Сан-Фьеро, где также нужно свернуть направо и, удачно приземлившись на воду, продолжать движение вперед, без прикосновения к чему-либо, ориентируясь по радару, когда нашего судна не станет разборчиво видно. По моему мнению, с этого места проще прыгнуть, но чтобы разместить транспорт на воду, предоставляется намного меньше места, что требует дополнительной аккуратности. Выезд из этого тесного места также приходится сложнее, учитывая отсутствие плавных поворотов. Не исключен и риск задеть запретную зону территории Eastern Basin, после чего завершить погружение будет возможно, но игрок будет обстреливаться полицейскими катерами, но прилетевшие за нами вертолеты почему-то не будут открывать огонь ровно до самого момента выхода из судна. И третье место для погружения – это трамплин к северу от дамбы Шермана. Такое погружение могут совершить только игроки с немодифицированной и нефиксированной игрой. В ином случае для погружения попросту не хватит дистанции, и доплыв к дамбе или в любое более отдаленное от точки прыжка место, мы ударимся о что-то или будем так и дальше ездить удаленно от точки обзора. Есть ли разница между наземным судном, субмариной или наземным судном под водой? Разумеется. Но что их всех объединяет, это то, что всплыть на сушу проблемно в любом режиме плавания. Хотя выйти на берег в режиме наземной езды под водой реально. Просто это будет требовать большего разгона. Как известно, транспорт, который под водой принял наземное поведение, сквозь воду виден без каких-либо фильтров и эффектов. Словно он и вовсе не под водой. Разъезжая на нем под водой, можно сразу и не заметить, что некоторая аномалия в виде регулярного радиального эффекта всплеска воды будет преследовать нас на водяной поверхности независимо от того, на какой глубине мы едем на данный момент. Но без вспомогательных программ по управлению камерой этот эффект можно заметить только находясь на предельно малой глубине. Таких аномалий всего 4. Но если умудриться взорвать судно в таком состоянии, одна из 4 аномалий исчезнет, а затопленное судно не будет оставлять за собой подобный эффект. Можно ли так поплавать в ремастере San Andreas Definitive Edition? Нет.
По крайней мере, известными нам на данный момент способами. Почему? Потому что дистанция того самого рендеринга мира близится к бесконечности. И даже если во время работы специальной камеры, невзирая на отсутствие положения игрока на радаре, как-то умудриться выплыть за пределы карты, судно не начнет свое погружение под воду. А в оригинальной игре есть самый ленивый способ активировать режим субмарины на Вортексе. Используя ноклип от Джуниора, нужно всего лишь влететь на судне в любой из водяных блоков сверху, а затем отключить ноклип и начать двигаться в нужном направлении. Если же влететь в водяной блок сбоку, вместо режима субмарины активируется режим наземной езды под водой. Какой итог всего этого? Исследовать подводное дно в Сан-Андреасе легче, использовав любую из подводных дыр, как я показывал в одном из своих видео. Но метод с субмариной позволяет нам выполнить круг, обплыв все острова Сан-Андреаса, даже в тех местах, в которых пешком пройти невозможно, так как персонажу там попросту не на что стать. Да, и экспедиции за пределы периметра карты на этом транспорте теперь доступны не только по воде, но и под водой. Тем, кто досмотрел видео до конца, я покажу интересный момент, который произошел со мной на протяжении съемок данного ролика. Приятного просмотра! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, дабы не пропускать выход моих новинок. Всем пока и до следующих встреч!